Заключительный день недели моды в Париже, как всегда, закрывают легендарные французские бренды. В числе ведущего лидера в который раз выступил модный дом Chanel, представив на суд зрителей новую коллекцию «Весна-лето 2023». Вдохновением к созданию линейки модных образов для креативного директора компании и ведущего дизайнера Виржини Виар послужила кинолента ретро-эпохи 60-х под названием «В прошлом году в Мариен-Баде», для которой сама Коко Шанель создавала наряды. Действие картины разворачивается на черно-белом сказочном пейзаже с богато раскинувшимися садами и парадными лестницами, где время, кажется, не имеет значения, да и слова тоже не важны. Поэтому неудивительно, что презентацию весенне-летней коллекции тоже устроили на фоне демонстрации специально отснятого для шоу короткометражного фильма с Кристен Стюарт в главной роли. Она выходит из кинотеатра, бродит по улицам Парижа, поднимается по знаменитой лестнице на улице Камбон. На актрисе зритель мог рассмотреть уже нынешние наряды дома моды Шанель. Она носит их легко, непринужденно, без лишнего жеманства, просто и естественно. В день показа флотилия из сотен лимузинов доставила 1500 приглашенных на модное шоу гостей к импровизированному дворцу Гран-Пале, куда вели 2 туннеля, декорированные архивными фотографиями и великолепной рекламной кампанией с Кристен Стюарт. Модели выходили на подиум, вдоль которого соорудили огромнейший панорамный экран 200 метров в длину и 10 в высоту. Стартовал показ с модных ансамблей в черно-белой палитре. Ее плавно сменила мягкая гамма пастельных оттенков. Далее Виар решила добавить задорный розовый, от светлого деликатного до сочного и глубокого. А еще сверкающий золотой, вновь затем вернувшись в финале к элегантному черному и белому цвету. Несмотря на интересную задумку и отсылку к культовому произведению, новая коллекция, по мнению модных стилистов, особой оригинальностью не отличалась. В линейке в очередной раз были представлены классические твидовые костюмы с брюками, юбками, шортами. Но все же, позвольте мне не согласиться с такой постановкой вопроса. Абсолютно все модные образы никак невозможно назвать чистой копией архивных нарядов. Да, Виржини Виар не раз повторяла в своих комментариях, что Шанель для нее – это не набор очередных новомодных тенденций. Это вневременной бренд, который оставил свой значимый след в истории моды. Здесь нет четкого представления об эпохе и порой непонятно, где мода 2023-го, а где образы из 60-х. Но у дизайнера все-таки получилось пропустить архивные луки через призму современности, создавая идеальный гардероб парижанки. Из интересных моментов хочу отметить короткие платья-пальто. Форма низа трапеция, акцентная талия рисует женственный силуэт и позволяет не думать об аксессуарах в виде ремней и корсетов. Все уже сделано за нас. Но лишним в модном ансамбле поясок с нарядной пряжкой точно не будет. Думаю, многие из вас, друзья, согласятся со мной в том, что минимализм в моде давно приелся, как скандинавский стиль в интерьере. Теперь большую часть наряда в новой коллекции украшают стразы, пайетки, сверкающие кристаллы, есть гламурные перья и, конечно же, неизменные жемчуг и бантики. А еще рюши, воланы, тонкое кружево и увлекательные узоры, среди которых стоит отметить акварельный клетчатый принт, абстрактные мотивы с камелией, коллаж из кинокадров, очаровательный черно-белый горошек, где последний совсем не рисунок по ткани. Правда, во многих образах заметным акцентом остается монограмма бренда, что, возможно, выглядит немного тщеславно. Но эта тема характерна для всех линеек дома моды Шанель. Очень радует, что помимо худощавых моделей в показе принимают участие и девушки с пышными формами, что на парижском подиуме пока встречается редко. Ярким моментом во время шоу стал выход супермодели Ирины Шейк. Она появилась перед гостями в костюме из шифона, украшенного оборками и цветочным принтом. Что сказать, настоящая Кармен нашего времени. На какие детали мне бы еще хотелось обратить ваше внимание, друзья? Во-первых, эффектная обувь. Сегодня дизайнер отдает предпочтение традиционной двухцветной обуви на устойчивом каблуке в духе Мэри Джейн с ремешком в форме бантика.
Есть туфли-слитбеки, усыпанные стразами, но главными фаворитами подиума стали модели с сеткой, которые визуально воспринимались как единый дуэт. Обувь плюс сетчатые носки, гольфы или чулки. Во-вторых, в коллекции представлено множество великолепных украшений. К примеру, длинные нити в 2 ряда с разными по размеру жемчужинками, замиксованные с мальтийским крестом, который впору уже называть шанелевским. Декоративные пояса, довольно заметные серьги, браслеты, изящные заколки и ожерелья-чокеры, а еще парные кольца. Точнее, это единое украшение, которое надето на 2 пальца руки вместе. И, наконец, в-третьих, модные сумки. Особый интерес у публики вызвали уменьшенные в разы модели. Здесь микросумки в форме сердца, звезды или элементов косметического набора однозначно выполняют роль украшения. Стиль на подвеске на золотой цепочке. Но есть и сумки мини, готовые оспорить пальму первенства на модном Олимпе с мега популярными крошками под маркой Jacquemart. А что из новой коллекции больше всего запомнилось вам, мои дорогие зрители? С интересом жду ваше мнение в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всем красоты, только позитивных эмоций и яркого, солнечного настроения!